Армения выбирает путь демократии, международное признание и новые горизонты суверенного государства. Как стало известно, Никол Пашинян одержал убедительную и исторически значимую победу на парламентских выборах в Армении, получив народный мандат на дальнейшее руководство страной в качестве премьер-министра. Этот выбор граждан Армении стал не просто политическим событием, а подтверждением неизменной приверженности нации демократическим ценностям и суверенитету. В этой связи ряд ведущих мировых держав выразил решительную поддержку легитимному волеизъявлению армянского народа, подчеркивая важность стабильности в регионе. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио оперативно поздравил Никола Пашиняна с триумфом его партии «Гражданский договор». В своем официальном обращении господин Рубио сделал важный акцент. Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с премьер-министром Пашиняном и народом Армении в их твердом стремлении к миру. Мы глубоко привержены продвижению целей исторического Вашингтонского саммита, включая реализацию инициативы ТРИП. Мы с огромным оптимизмом смотрим на перспективы нашего дальнейшего сотрудничества, чтобы принести долгожданный мир, экономическую стабильность и процветание не только на Южный Кавказ, но и далеко за его пределы. Отметим также, что укрепление позиции Армении на международной арене и ее суверенный выбор были признаны и ключевыми региональными игроками. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направил поздравления правящей партии, особо подчеркнув приоритетность добрососедских отношений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем поздравительном послании Николу Пашиняну высоко оценил успешное и, что особенно важно, прозрачное проведение избирательного процесса. Господин Пезешкиан охарактеризовал эту новую поддержку, оказанную армянским обществом правительству Пашиняна, как яркое свидетельство воли граждан проводить последовательную политику, направленную на укрепление мира, устойчивое развитие, стабильность и эффективное региональное сотрудничество, которое отвечает интересам всех народов региона. Важные сигналы политической и моральной поддержки пришли из самого сердца Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц направил теплое и содержательное послание, в котором он отметил стойкость граждан Армении. «Искренне поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна и весь народ Армении. Несмотря на колоссальное внешнее давление и попытки дестабилизации, армяне сделали ясный и осознанный выбор в пользу демократии, прав человека и мира. Я с огромным интересом ожидаю дальнейшего углубления нашего двустороннего партнерства и укрепления общеевропейского сотрудничества с Арменией, которое становится все более важным партнером для Германии и Евросоюза». Продолжая тему европейской интеграции, стоит упомянуть и премьер-министра Греческой республики Кириакоса Мицотакиса. Он подчеркнул, что Греция дорожит крепким сотрудничеством, которое зиждется на общих демократических ценностях, и подтвердил готовность своей страны содействовать дальнейшему развитию отношений между Арменией и Европейским Союзом. В унисон с ним выступила и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выразившая уверенность, что победа партии «Гражданский договор» станет фундаментом для плодотворного и продолжительного партнерства, которое послужит ключом к процветанию региона. Также глава МИД Израиля Гидеон Саар, присоединяясь к поздравлениям, особо отметил выдающееся лидерство Пашиняна в сложных вопросах примирения, подчеркнув, что его курс способствует установлению прочного мира, о чем сообщает информационное агентство «Армен Пресс». Тем временем, на фоне этого международного признания, прокремлевские СМИ предприняли попытку исказить реальность, распространяя нарративы о якобы низких рейтингах Пашиняна. Различные пропагандистские ресурсы наперебой заявляют, что партия «Гражданский договор», получившая 49,82% голосов при высокой явке в 58%, якобы показала слабый результат. Однако это утверждение выглядит откровенно нелепо, если вспомнить, что в 2021 году
Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму получила ровно те же 49,82%, но при значительно меньшей явке в 51%. Тогда российская пропаганда трубила о триумфе власти и всенародной поддержке, но сегодня такой же показатель внезапно стал для них инструментом для критики. Очевидно, что единственным критерием победы для Кремля является не свободный выбор народа, а беспрекословная лояльность их интересам. Статья РИА под заголовком «Пиррова победа Пашиняна» является лишь очередным подтверждением того, насколько болезненно в Москве воспринимают демократизацию и независимость Армении. На этом фоне крайне красноречивым жестом стало отсутствие поздравления со стороны Владимира Путина, что в большой политике является негласным, но очень четким сигналом неуважения к суверенному выбору целой нации. Существуют серьезные опасения, что Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию внутри Армении, разыграв сценарий через политические фигуры, такие как Кочарян и Карапетян. Логика такого вмешательства довольно проста. Сначала через подконтрольные медиа запускается волна дезинформации о массовых фальсификациях, чтобы искусственно создать повод для протестов и непризнания итогов голосования. Для Кремля это попытка использовать любое пространство для давления и ухудшения армяно-российских отношений, даже если шансы на успех минимальные. Именно поэтому сейчас активно продвигается тема нечестных выборов. Это делается для того, чтобы оставить окно возможностей для последующего отказа признавать результаты и одновременно максимально усложнить диалог между Ереваном и Москвой. Однако, несмотря на внешнее давление, Армения уверенно движется вперед, активно диверсифицируя свою экономику и освобождаясь от зависимости от российских рынков. Одним из самых примечательных экономических достижений стало замещение российского рынка украинским направлением для армянских производителей цветов. На фоне искусственных экономических ограничений со стороны России армянские предприниматели проявили гибкость и оперативно переориентировали свой экспорт. Министр экономики Армении Геворг Папаян подтвердил, что армянские цветы уже стабильно отправляются грузовым транспортом по новому логистическому маршруту: Армения, Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Украина. Это процесс, который начинается постепенно, но уже показывает свою высокую эффективность, подчеркнул министр. В дополнение к этому Армения открывает для себя новые стратегические ворота в Европу. Важным шагом стало обсуждение использования порта Александруполис в Греции в качестве мощного логистического хаба. Посол Армении Тигран Мкрчан в ходе рабочего визита провел крайне продуктивные переговоры с руководством порта, обсудив железнодорожные и транспортные возможности для поставок армянской продукции. В условиях углубления экономического партнерства с ЕС Александруполис имеет все шансы стать ключевым транзитным и распределительным центром для армянского экспорта на европейские рынки, обеспечивая стране подлинную экономическую свободу, диверсификацию и долгосрочное развитие. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.